По слухам, тест патча 1.7 начнется в начале недели. Это значит, что патч выйдет уже через 3-4 недели, в конце октября, в начале ноября. Обещают пофиксить баг, когда NPC не реагируют на звуки ходьбы скифа, и спустя год будет возможность в настройках включить и выключить звук хедшота. Будет правка лута, NPC теперь не должны красть лут с убитых в то время, пока идет бой. В который раз стало известно, что патч 1.7 выйдет раньше, чем обновление движка. Поэтому становится больше шансов, что патч 1.8 выйдет в конце ноября с обновлением движка и релизом на PS5. Но слухи о том, что обновление движка перенесут на следующий год, никуда не делись. Если о слухах, то слух, что в патче 1.7 не будет каких-то масштабных изменений. В основном правка баланса, исправление багов, ошибок, возможно будет добавлен уровень сложности мастер. Также есть слух, что Stalker 2 планирует принести на новую версию движка одновременно с выходом первого DLC. И поэтому в этом году обновление движка уже не планируется внутри студии. А на странице художника по концепт-артам появились новые арты зарисовки. Концепты генератора артефактов, то есть ферма артефактов в ней час, разные подвиды химер, локация Железный лес, концепты аномалии Мразь и другой переработанной аномалии Разлив химикатов или же в релизе Отстойник химикатов, квартира скифа и центр связи. Ферма артефактов в ней час. Одна из самых загадочных задумок, о которой почти никто не говорит. На территории института планировалось создать ферму артефактов, вершину достижений НИИ час. По задумке это должно было стать настоящим прорывом в изучении природы зоны. Однако целью проекта была куда уже. Директора НИИ час, Далина, интересовала лишь альфа, заветный артефакт, ради которого и затевалась вся операция. Заполучить альфу данным методом не получилось. И именно это послужило одной из причин проведения второго карибского эксперимента. В релизной версии игры ферма артефактов полностью вырезана, локация пуста, никакого функционала, а вот в билде она имела важное значение для сюжета. В описаниях артефактов встречался пункт о возможности их воссоздания на территории института, а на самой ферме можно было даже встретить двух ученых, что явно намекало, скиф должен был туда попасть. Как НИИ час удалось создать ферму артефактов? Скорее всего, благодаря ловушкам аномалий, устройствам, способным удержать аномальные энергетические образования. Это позволяло исследовать феномены зоны не только в полевых, но и в контролируемых лабораторных условиях. Известно о двух устройствах. Ла-1 – старый образец, цельный корпус с встроенными смотровыми окнами, через которые можно наблюдать аномалию. Ла-2 – новая версия. Аномалия удерживается системой внешних захватов и буквально висит в воздухе, позволяя рассмотреть ее со всех сторон. В билде можно было найти только Ла-2, а вот в релизе даже упоминания об этих устройствах не осталось. Изначально планировалось, что Далин сам проведет экскурсию по лаборатории исследования аномалий и даже подремонтирует эти ловушки. Разные подвиды химеры. Уже давно не секрет, что для сиквела были созданы концепты и даже реализованы подвиды мутантов. Но, к сожалению, они не попали в релизную версию. Возможно, с обновлениями они наконец появятся. Аномалия Мразь, которая планировалась на болотах. Аномалия неизвестного характера и породы, своего рода опухоль. Сердцевина висит в воздухе, щупальца обвили стволы и ветки ближайших деревьев. Приближаясь к мрази, если взглянуть наверх, кроны деревьев будут едва виднеться среди паутеобразного переплетения щупалец. Внутри брошено различное оборудование, в аномалии болтаются несколько свежих трупов вартовцев и более старых трупов бандитов банды Султана. В билде данная аномалия отсутствует, неизвестно, была ли реализована, в новом артбуке дебютирует, а появится ли в игре неизвестно. Характер атаки не утвержден, предполагается, что аномалия хватает жертв по аналогии с Баркнаклом из Half-Life. Отстойник химикатов, или же разлив химикатов на химзаводе в Stalker 2. В релизе бывший отстойник химикатов. Недалеко на юг от здания химзавода. Кишит химическими аномалиями, можно добыть 2 случайных химических артефакта, через него проходит кратчайший путь от здания химзавода в регион Горелый лес, представляет собой химическую аномалию с использованием гравианомалий. Отсутствуют грависферы, скопившие вокруг себя химматериалы. Планировалось. Представляет собой химическую аномалию с использованием гравианомалий. Гравианомалии затягивают на себя химикаты, комбинируясь в химикатные вихри, которые вращают вокруг гравианомалии, идеально балансируя. Если игрок слегка зацепит вихри, гравианомалия выплескивает химикаты на игрока, нанося очень сильный химический урон на несколько секунд. Если игрок заходит в зону действия самой гравианомалии внутри вихря, он получает двойной урон в виде грави и химурона. Срабатывает обычная гравианомалия, которая при этом еще наносит химурон. Квартира скифа. Теперь понятно, почему скиф не спешил обратно получить свое. Аномалия разрушила дом.
Но податься все же некуда, с ним осталась лишь пустышка. Вот и пригодилось знакомство с Германом. Еще интересная деталь, что Скиф все же курит, но почему-то в зоне решил завязать. Еще в комнате с телевизором можно заметить, что у Скифа был ноутбук, в котором он любил позалипать по вечерам и поиграть в казаки, и даже в углу комнаты виднеется тревожный рюкзак. Центр связи. Несмотря на ужасную репутацию дуги, изначально она была построена как загоризонтный радар. Ее массивный массив был соединен с сетью вспомогательной инфраструктуры через кабели и подземные коридоры. Но теперь, похоже, центр связи дуги был перепрофилирован. Это то самое место из концовки Скифа, когда расширяется зона. Вот мы и подобрались к региону Железный лес. Полный аномалий, порушенных лэп и проводов, по которым все еще бежит непонятно откуда берущийся ток. Железный лес когда-то был относительно популярным местом, однако после одного из выбросов на его территорию стало невозможно пробраться. Может, зона подготовила нам что-то особенное, а может, просто завлекает излишне любопытных сталкеров на верную смерть. Как бы там ни было, одно ясно точно, сейчас туда хода нет. В билде, в отличие от релизного варианта, локация неплохо так наполнена. По моим слухам, разработчики уже давно отказались от этой локации в основной игре и оставили ее на DLC. Из примечательного можно заметить аномалию Железный лес, аномалию Арусь 750 КВ, Арусь 330 КВ и СКАТ-2, который в Новой Припяти как раз находился буквально вместе с аномалией Железный лес, измененные цеха подстанции, испытательный цех СЗП, базу МСОП. Также на локации планировали реализовать как минимум один очень интересный и необычный побочный квест. Квест Гром и Молнии. Само побочное задание очень сырое и в билде даже не работает. Но из его описания следует, что некий охотник Гром попросил Скифа помочь в ликвидации уникального псевдогиганта. Все дело в том, что мутанта не брало ни одно оружие, и нам предстояло спуститься в подземные туннели под Железным лесом и активировать некоторые вентили для набора воды, чтобы в итоге нанести урон мощным электрическим разрядом. Где находился охотник и какая должна была быть награда, остается загадкой. Но комьюнити начало уже строить теории, что квест переработают и ликвидировать нужно будет Электрохимеру, а она выступит как мини-босс. GSC имели задумку, что гаусс-пушку можно было бы улучшить в Железном лесу с помощью артефакта. АРУ 750 КВ. Небольшая подстанция с генераторами и электровышками. В объекты с большой концентрацией металла бьют постоянные разряды электричества. На уровне 5-10 метров от земли зависла шаровая молния, которая бьет металлические объекты вокруг себя. Некоторые объекты с шаровой молнией соединены электрическими дугами. По всей локации находится много аномалий электро. Игроку нужно будет сложить все оружие и патроны в схрон неподалеку, чтобы пройти в аномалию. В некоторых местах, чтобы пройти через область с хаотичными разрядами, игроку нужно кинуть болт, чтобы все аномалии начали бить в болт, и игрок смог пройти. В данной аномалии находится артефакт, который можно поместить в гаусс-пушку для бесконечного боезапаса, но увеличивающий износ оружия за выстрел. АРУ 330 КВ и СКАТ-2 именно там когда-то Дегтярев находил карту местности, чтобы сэкономить на переходе до станции Янов. Появилось еще несколько страниц нового официального артбука по Stalker 2. Прошлый артбук за покупку физического издания, переведенный вы можете найти у меня в телеграм-канале. Samsung анонсировали коллабу с Stalker 2. Нашелся сайт Samsung Moldova, где было намного больше информации о коллаборации со Stalker 2. Акция будет проходить с 10 октября по 10 ноября, и за акционные телевизоры можно будет получить PS5 и ключ для Stalker 2. И еще при разработке Stalker Тень Чернобыля GSC пытались договориться с Samsung о брендированном КПК в игре, но у них так и не получилось. А в интервью этого года Олег Яворский, бывший директор пиар-отдела GSC, упоминал это. Еще одна интересная деталь, что работа над озвучкой продолжается. Об этом поделился в инстаграме один из актеров озвучки NPC.